Глава 192. Лишь по голосу и телосложению угадывалось, что перед ним юноша. Молодой человек в опрятном воинском одеянии выглядел довольно рослым, однако все еще походил на молодой бамбук, не растерял некой юношеской незрелости. В тон наряду волосы цвета чернил юноша забрал в хвост. На его поясе висела длинная сабля. Юноша медленно поднял голову, и на его лице принц увидел белоснежную маску, а на маске — кривую улыбку. Черная ци, сформировавшаяся под визг и крики душ, клубами скрылась в бездонном пространстве рукавов незнакомца в белом, вся без остатка, будто целую реку заковали в нефритовый бутылек. Среди порывов безумного черного ветра юноша не пошевелился. «Кого ты только что позвал?» — спросил незнакомец в белом. Юноша, не поднимаясь с колена, словно подчиняясь или собираясь принести клятву, ответил: «Я звал вас, ваше высочество, наследный принц». Тот ледяным тоном бросил: «Я не наследный принц». «Это вы», — возразил юноша. «Я никогда не забуду ваш голос и фигуру». Тогда в словах незнакомца послышался гнев. «Я же сказал, это не я». Но это, разумеется, был Селянь. В погребальном облачении и с маской скорби и радости на лице. Пока его лицо пряталось за маской, никто не смог бы узнать его, и принц не желал, чтобы его узнали. Однако этот воин в черном, бродивший по полю битвы, сразу же назвал его по титулу. Из широкого рукава Селяня броском ядовитой змеи вылетела белая лента, что свернулась у него на запястье. Она могла показаться легкой и мягкой, но в момент атаки становилась опасной, преисполняясь темной ци. Казалось, юноша в черном вот-вот окажется связан, однако он вскинул руку и крепко схватил ленту. Привязанная одним концом к запястью селяня, а другим к запястью юноши, лента натянулась. Она, возможно, и хотела бы высвободиться, но юноша этот крепко-крепко держал ее, как змею сжимают ровно в том месте, где бьется сердце. А от руки его непрерывно исходили струйки холодной ци. Вне всяких сомнений, он — душа погибшего воина. К тому же обладающая невероятной силой, даже через белую ленту ощутив силу, недооценить которую чревато, Селянь спросил: «Как тебя зовут?» Юноша секунду безмолвствовал, затем ответил: «У меня нет имени». Принц не стал задавать больше вопросов. «Раз нет имени, значит, буду звать тебя Умин. Вы можете называть меня так, как пожелаете. Ты — душа воина, погибшего на этом поле брани, да». Тогда Селянь наконец опустил руку, и белая лента вновь свернулась у него на запястье, издалека угрожающе покачивая концом в сторону юноши, будто ядовитая змея, готовая в любой момент напасть снова. Если это тоже погибшая на поле битвы душа, тогда понятно, почему он отозвался. Воин в черном наверняка тоже полон ненависти к народу Юнань. Другими словами, принц может повелевать им, поскольку цель у них одна. Так что Селянь сказал: «В таком случае следуй за мной». Он протянул руку воину в черном. «И я позволю тебе получить то, чего ты хочешь». Юноша тоже носил маску, и принц не мог угадать его реакцию. Они оба не видели лица друг друга. Однако после недолгого молчания тот все же без колебаний взялся за протянутую Селянем руку, склонился ниже и коснулся ледяным лбом тыльной стороны ладони принца. Затем мрачно и уверенно произнес: «Клянусь до самой смерти следовать за вашим высочеством». Селянь отнял руку, спрятал в рукаве, развернулся и равнодушно бросил: «Ты уже мертв. Идем». Воин поднялся, а Селянь, обернувшись, подметил, что тот еще более рослый, чем он представлял. Около 16-17 лет, но при этом такой высокий. Выше самого принца. Впрочем, это не имело никакого значения, Селянь сразу отвернулся и продолжил идти. Он пошел впереди, а безымянный воин последовал за ним, как и обещал. «Ваше высочество, куда вы направляетесь?» Селянь направил взгляд вдаль и ответил: «В императорский дворец Юнань». Дворец построили в другом крупном городе на западе страны. Раньше это тоже был процветающий город, но все же не настолько богатый, как восточная столица Синьлэ.
А когда прежняя столица пала жертвой поветрия, новый государь решил перенести свою резиденцию туда. Пройдет совсем немного времени, и новая столица своим блеском затмит славу старой. Селянь прибыл туда глубокой ночью. В свете луны он, подобно белому коту, бесшумно перепрыгивал с одного конька на другой, передвигаясь по бесчисленным крышам города. Ну а воин, словно черный лис-оборотень, неотрывно следовал за ним по пятам. Вскоре оба оказались перед высокими вратами. Почувствовав от врат скрытую угрозу, Селянь остановился. Он хотел было дотронуться до них, чтобы понять, в чем дело, но воин в черном опередил принца, заслонил собой, нанес удар раскрытой ладонью и тихо произнес: «Гори». Сквозь щель между вратами сверкнула вспышка огня, словно что-то сгорело. Затем воин в черном сам толкнул створку ворот и пригласил: «Ваше Высочество». Селянь переступил порог и посмотрел под ноги. Как он и ожидал, землю усыпали сожженные обрывки. Подняв один, принц почувствовал запах душистых трав и бумаги, на которой рисуют магические талисманы. Он бросил взгляд на своего спутника. Этот демон действительно оказался очень силен. Сожженные обрывки говорили о том, что кто-то установил на вратах защитное поле, и к тому же весьма мощное. Обычные мелкие демоны, пожелай они пробиться через ворота или пройти сквозь них, наверняка оказались бы сожжены без остатка. Но этот демон в одно мгновение начисто избавился от угрозы. Неизвестно, был ли совсем недавний перенос столицы тому причиной, но императорский дворец Юнань совсем не выглядел роскошным, даже наоборот, казался несколько убогим и не шел ни в какое сравнение с дворцом Синьлэ. А впрочем, ничего удивительного в этом не было. Удивительно другое: по дороге они столкнулись с множеством препятствий, с магическими заграждениями и ловушками, созданными при помощи всевозможных артефактов, отгоняющих нечисть. Однако каждый раз, когда Селянь чувствовал впереди нечто, преградившее путь, воин в черном всегда успевал уничтожить препятствие раньше самого принца, таким образом расчищая ему дорогу. Так что, можно считать, Селяня ничто не сдерживало. Прошел час, и вот две стройные фигуры стоят на коньке крыши главного здания дворца Юнань, взирая вниз. Обе фигуры носили маски. Белая, с развивающимися широкими рукавами и белой лентой, пляшущей на ветру. Черная, аккуратная и простая, с длинной саблей на поясе. Воин в черном стоял возле человека в белом, словно его защитник, и взирал в ту же сторону, что и его господин. Под лунным сиянием эта картина выглядела бесконечно странно и жутко, но в то же время гармонично. Новый государь династии Юнань жил в этом дворце. Он установил вокруг себя так много преград, защищающих от нечистой силы, с холодной усмешкой произнес Селянь. Как видно, и впрямь страшится, что нечто явится по его душу.